Что такое мотивационное письмо? Мотивационное письмо – это эссе на 1-1,5 страницы, в котором кандидат на обучение рассказывает о том, почему он хочет учиться в конкретном университете по конкретной специальности. Тут надо описать свой опыт, и оно должно отвечать на 2 основных вопроса. Почему вы являетесь подходящим кандидатом и почему выбрали именно этот университет? Какая задача у этого письма? Убедить приемную комиссию выбрать именно вас среди других кандидатов и доказать, что вы нужны университету. Вы заинтересованы не только получить знания, но и работать над развитием учебного заведения. Да, именно так. В мотивационном эссе студент должен написать о себе, рассказать о своих заслугах, талантах и о том, почему именно его нужно зачислить на курс. Именно по мотивационному письму приемная комиссия может судить о личности абитуриента, его целях и достоинствах. Ценность мотивационного письма. Без мотивационного письма для приемной комиссии абитуриент представляет собой просто цифры и факты. Средний балл, результат языкового теста, даты обучения, гражданство и так далее. Поскольку большинство зарубежных вузов принимают без экзаменов, мотивационное письмо – это визитная карточка кандидата и единственная возможность показать себя как личность, а не безликого человека с набором публикаций и достижений. Известно много случаев, когда абитуриенты с несильным бэкграундом поступали в университеты благодаря отлично написанному мотивационному письму. Если приемная комиссия прочитывает все мотивационные письма, то в среднем сотрудники уделяют письму не больше 20-30 секунд. Список вопросов для мозгового штурма перед написанием мотивационного письма. Будущее образование. Почему вы хотите учиться именно в этом университете? Почему именно эта специальность? Почему вуз должен выбрать вас? Что, по-вашему, отличает этот вуз от других? Что делает вас уникальным или особенным кандидатом? Есть ли конкретные люди, которые повлияли на ваш выбор? Есть ли у вас личный интерес к этому предмету и как он возник? Есть ли конкретные преподаватели, с которыми вы хотели бы работать? Специализируются ли они в тех областях, которые вас интересуют? Чем вы будете полезны университету и сокурсникам? Что отличает этот вуз, эту программу от других вузов и похожих программ? Есть ли у вас навыки, которые понадобятся в обучении по выбранной программе? Что конкретно вы ожидаете получить от учебы на выбранной программе обучения? Представьте, что вас уже выбрали. Какие курсы станете посещать? Как программа поможет раскрыть ваш потенциал? Почему вы считаете, что вы будете одним из лучших студентов на выбранной программе? Прошлое или текущее образование. Какое у вас образование? Расскажите об успеваемости. Укажите средний балл, полученных стипендиях, грантах. Как ваше образование соотносится с выбранной областью? Есть ли у вас знания по предмету, полученные во время предыдущего обучения, подготовки научной работы или проекта? Получали ли вы какие-либо стипендии? Есть ли у вас навыки, которые понадобятся в обучении по выбранной программе? Прошлый опыт. Когда вы впервые заинтересовались выбранной областью знаний? Что вы узнали с тех пор об этой области знаний и о себе, что подстегнуло ваш интерес? Как вы заинтересовались выбранной областью знаний? Занятия в школе или в вузе, чтение книг, конференции, общение с людьми, работающими в этой области. Можете ли вы припомнить событие, которое подкрепило вашу уверенность в правильности выбранного карьерного пути? Чего вы уже достигли в данной области? Какие вы уже получили навыки по этой специальности? Расскажите о научных работах, опыте волонтерства, участии в конференциях, победах на крупных олимпиадах и о своей общей успеваемости. Расскажите о своих увлечениях и интересах, если они относятся к выбранной программе. Какой неакадемический опыт, соответствующий выбранной специальности, у вас есть? Личный опыт. Что отличительного есть в вашей жизни? Здесь можно рассказать о событиях, впечатлениях из собственной жизни или членов вашей семьи, ценных для вас победах, личностях, которые способствовали становлению ваших целей. Приходилось ли вам преодолевать необычные житейские препятствия? Экономические, политические, семейные, может быть, физического плана, и как вы их преодолели. Постарайтесь, чтобы это не выглядело, будто трудностями вы пытаетесь оправдать свои неудачи. Если вам приходилось трудиться во время получения высшего образования или школьного образования, во время каникул, чему вы научились? Например, лидерским или управленческим качествам,
и как опыт работы в школьные или студенческие годы повлиял на ваше развитие. Каковы ваши главные достижения и почему вы считаете их достижениями? Есть ли фильмы, книги, произведения искусства, повлиявшие на ваше мировоззрение или опыт? Почему они вам нравятся? Есть ли в вашей жизни период, который оказался для вас наиболее трудным и почему? Как изменилось ваше мировоззрение в результате пережитых трудностей? Приходилось ли вам страстно бороться за что-либо и в результате добиваться своего? Благодаря чему вы преуспели? Приходилось ли вам бороться за что-либо и в результате потерпеть поражение? Какова была ваша реакция на неудачу? Чем бы вы больше всего сейчас хотели заниматься? Где бы вы хотели находиться? С кем из ныне живущих и живших до вас людей вы бы больше всего хотели провести время? Испытывали ли вы когда-нибудь ощущение озарения, словно какие-то вещи и явления вы прежде не замечали? О чем вы мечтаете? Что через 5-10 лет вам позволит считать вашу жизнь успешной? Как данная грантовая программа вписывается в ваши планы на будущее? Личные качества и навыки. Какова главная черта вашего характера? Есть ли у вас сильные убеждения или приверженность определенным принципам? Как бы ваши друзья характеризовали вас? О чем бы они написали, если бы писали ваше мотивационное письмо вместо вас? Обладаете ли вы какими-либо характеристиками, качествами, навыками, отличающими вас от остальных? Как вы их развивали? Какие личные качества вы хотели бы отметить? Какими навыками вы обладаете? Например, аналитические, управленческие, коммуникативные. Чем вы можете быть интересны для факультета, для преподавателей и других студентов? Карьера. Что вам даст образование за рубежом? Каковы ваши карьерные планы и какая выбранная программа обучения поможет их реализовать? Как эта программа поможет вам в дальнейшем? Какая отрасль привлекает вас более всего и почему? Есть ли компании, в которых бы вам хотелось работать? И почему? Если вы хотите открыть собственное дело, опишите, почему вы выбираете предпринимательский путь и в какой области вы будете работать. Как планируете в будущем использовать полученные знания? Что вы сможете сделать для себя и для окружающих, обладая выбранной профессией? Какие из качеств, навыков и знаний, необходимых для описанного карьерного плана, есть у вас и что вам необходимо развить? Как вы представляете себе работу вашей мечты? Что не нравится приемной комиссии? Клише и общие фразы. Пересказ резюме. Мотивационное письмо должно дополнить представление членов приемной комиссии о вас, а не сообщить им ту же самую информацию, которую они могут прочесть в резюме. Не нужно слишком заострять внимание на длительном представлении себя. Намного лучше будет рассказать какую-то жизненную ситуацию, которая оказала существенное влияние на ваше решение принять участие в данном проекте. Не нужно отзываться плохо о своих прошлых учебных руководителях или учителях. Это не внушит симпатии приемной комиссии и выставит вас в дурном свете. Не используйте в своей речи те слова, в значениях которых вы уверены не до конца. Не превращайте мотивационное письмо в список своих достижений. Плагиат запрещен. Если мотивация сводится лишь к тому, чтобы получить интересный опыт, то это не устроит приемную комиссию. Необходимо быть конкретнее, чем хотите заниматься, чего добиться и так далее. Небрежность, опечатки, грамматические ошибки, частые повторения и так далее. Избегаем. Чрезмерный объем. Большой объем мотивационного письма не определяет его качество. И, как правило, приемная комиссия не будет читать такие мотивационные письма. Как правило, лишний объем возникает из-за чрезмерной детализации или повторения. Если предложение не несет смысловой нагрузки, его нужно удалить. Отсутствие логических переходов между тезисами. Неучтенный формат оформления писем. В некоторых странах и культурах, например, в Италии и Франции, мотивационные письма и документы им подобные оформляются с указанием адреса, с использованием этикетных форм вежливости и прочее. Нелепые и неуместные шутки. Не используйте caps lock текст. Он ассоциируется с повышенным тоном, раздражением и грубостью. Избегайте повторов. Достаточно рассказать о своей крутой научной работе один раз. Не нужно указывать в качестве мотивации изучение языка страны, где будете проходить
обучения. Не нужно писать о лишних фактах. Например, если магистратура связана с образованием и педтехнологиями, стоит писать о своих педагогических заслугах, о знании иностранных языков. Но не нужно рассказывать, что вы были лучшим консультантом месяца в магазине одежды Zara. Навязываться в мотивационном письме нужно, но соблюдайте меру. Не стоит говорить о себе слишком много. Не нужно рассказывать, какой вы чудесный сынок у мамы, лучший ученик в школе и непревзойденный игрок в местной футбольной команде. Обязательно скажите, что с нетерпением ждете собеседования, но не нужно слезно просить взять вас в студенты и говорить, что вы самый лучший кандидат. И если вы хотите, чтобы я поделился с вами примерами оригинальных писем на русском и на английском языках, заходите ко мне на сайт smaps.ru, линк будет в описании. Там пишите в чат онлайн консультантам, и они обязательно поделятся с вами интересной и полезной информацией о том, как писать мотивационные письма. Желаем вам удачи и напоминаем, что Smaps Education всегда к вашим услугам. Чем мы можем вам помочь? Подобрать программы обучения под ваши критерии, провести супер информативную консультацию по вашим вопросам, помочь с написанием идеального мотивационного письма, написать рекомендательное письмо, отредактировать ваше резюме, проверить творческое портфолио и много чего другого. Тысячи наших студентов уже учатся за границей, и ты можешь стать одним из них. Обязательно подписывайся и не пропускай наши новые выпуски.